В тот момент, когда Тэхён опубликовал новые фотографии, весь фандом взорвался. Но никто не ожидал того, что произошло дальше, потому что всего через несколько минут Чингук сделал такой внезапный, невероятно личный шаг, что фанаты по всему миру прекратили все свои дела. Почему Чингук так отреагировал? Почему сейчас? Почему сразу после поста Тэхёна? И самое главное, что это значит для них двоих? Оставайтесь здесь, потому что то, что вы сейчас увидите, это ARMY, которые плачут, празднуют и совершенно теряют рассудок. Это тот момент, который потряс весь интернет. Уведомления о новых фотографиях Тэхёна еще не успели утихнуть, как весь интернет внезапно ощутил сдвиг. Сначала он был едва уловимым, почти как затаённое дыхание. Фанаты все еще анализировали каждую деталь выражения лица Тэхёна, каждый оттенок освещения, каждый скрытый смысл в его подписи. Но затем, без предупреждения, Чингук появился в сети. Не случайно, не по ошибке, а целенаправленно, и энергия вокруг фандома мгновенно изменилась. Все началось с одного оповещения: Чингук активен. Затем еще одно: Чингук только что опубликовал пост. В течение нескольких секунд миллионы фанатов бросились на его страницу, руки дрожали, сердце колотились, гадая, почему он выбрал именно этот момент, чтобы нарушить молчание. Чингук никогда не действует без намерения. Это знают все. И на этот раз его пост был не просто обычным обновлением. Это было нечто иное, нечто острое, эмоциональное, почти как ответ Тэхёну без единого слова. Фотография, которую он опубликовал, не была постановочной или отшлифованной. Она несла в себе теплоту, необработанность, своего рода тихую уязвимость, которую ARMY не видели долгое время. Его выражение лица, мягкое, почти ностальгическое, казалось, было адресовано кому-то, а не всему миру. Некоторые фанаты клялись, что увидели тот же тон, ту же цветовую палитру, что и на фотографии Тэхёна, как будто они вдвоем скоординировались, не объявляя об этом. Другие настаивали, что время не могло быть совпадением. Интернет начал наполняться теориями. Общались ли они через свои посты? Чингук отреагировал из-за чего-то, что происходило за кулисами. Было ли это молчаливое сообщение между ними, предназначенное для того, чтобы его увидели? Но то, что сломало интернет, было не самим постом. Это было то, что Чингук сделал сразу после. Потому что вместо того, чтобы исчезнуть, как он обычно делает, Чингук остался. Он ставил лайки на комментарии. Он прокручивал ленту. Он взаимодействовал. И затем, почти слишком небрежно, чтобы быть правдой, он нажал на то, что вызвало дрожь во всех лентах новостей. Пост Тэхёна. В тот момент, когда Чингук просмотрел его, фанаты, наблюдавшие в реальном времени, увидели, как резко подскочило количество взаимодействий. Люди кричали, плакали, обновляли свои экраны снова и снова, пытаясь зафиксировать доказательства. Хотя он не прокомментировал и не поставил лайк, все знали, что он это видел. И каким-то образом это сделало момент еще более напряженным, более интимным, более преднамеренным. TikTok, X, Instagram, YouTube. Каждая платформа взорвалась одновременно. Сравнения бок о бок наводнили интернет. Создатели публиковали разборы в течение нескольких минут. Редакторы спешили делать компиляции. Теории взрывались, как фейерверки. Он определенно опубликовал пост из-за Тэхёна. Это время слишком идеально. Они говорят, не говоря. Он видел фото. Посмотрите на тайминг. И где-то посреди всего этого хаоса фанаты заметили нечто тонкое, почти скрытое. Подпись Чингука, хотя и короткая, несла в себе тон, который ощущался странно связанным с настроением Тэхёна. Как будто они заканчивали предложение друг друга перед миллионами, которые не должны были понять. Пока мир продолжал обновлять ленты, ожидая следующего шуга,
Вопрос становился все громче, тяжелее, его невозможно было игнорировать. Было ли это совпадением или сообщением? И в глубине души Эйр и Муай знали правду. Такие моменты просто так не случаются. Ни между ними, ни так. Что-то менялось. Что-то раскрывалось. И мир не был готов к тому, что произойдет дальше. Мир ждал, затаив дыхание. Каждый раздел комментариев, каждая лента новостей, каждый групповой чат гудел одним и тем же электрическим вопросом. Что Чингук сделает дальше? Тишина после его внезапной активности ощущалась тяжелее шума, как будто что-то тихо, неоспоримо назревало. И затем, как раз когда фанаты подумали, что момент улегся, Чингук сделал еще один шаг, к которому никто не был готов. Он открыл прямой эфир. Он не был запланирован. О нем не объявляли. Его не анонсировали. Он просто появился. Чингук начал прямую трансляцию. Телефоны упали. Уведомления взорвались. В течение нескольких секунд сотни тысяч людей нахлынули. Экран загорелся, и вот он. Мягкое освещение, ненакрашенное лицо, удобное худи. Взгляд, который казался задумчивым, как будто он держал что-то внутри и не знал, стоит ли это скрывать или дать этому выплеснуться. «Привет», — сказал он, его голос был тихим, почти застенчивым. Фанаты сразу почувствовали сдвиг. Это была не его обычная игривая энергия. Была теплота, да, но также и затяжная эмоция, что-то нежное, почти хрупкое. Он продолжал поглядывать на свой телефон, как будто ждал чего-то или кого-то. Это не осталось незамеченным. Каждый раз, когда его глаза блуждали в угол экрана, комментарии взрывались. Он ждет Тэхёна. Почему он выглядит таким мягким сегодня? Это сразу после поста Тэхёна. Но Чингук просто улыбнулся. Маленькой, мягкой, незащищенной улыбкой. «Это как-то внезапно, да», — сказал он. «Мне просто захотелось выйти в эфир». То, как он это сказал, заставило фанатов кричать, потому что Чингук был не из тех, кто выходит в прямой эфир без причины. Он всегда был целенаправленным. А сегодня он выглядел как человек, чье сердце было согрето или потрясено так, что он не мог этого скрыть. Затем произошло нечто, что вызвало дрожь у каждого зрителя. В верхней части экрана Чингука появилось уведомление. Едва заметное, но достаточно видимое. Знакомое имя. Получено сообщение. Фанаты мгновенно это заметили. Это был Тэхён. Не может быть. Перемотайте. Клянусь, я видел его имя. Реакция Чингука подтвердила это. Его глаза метнулись вверх. Маленькая улыбка тронула его губы. Улыбка, которую он безуспешно пытался скрыть. Он прочистил горло и посмотрел вниз, внезапно став застенчивым. А потом он сказал: «Я кое-что видел раньше. Это заставило меня почувствовать себя хорошо». Раздел комментариев взорвался. Все знали, что он имел в виду, или, по крайней мере, кого он имел в виду. Но Чингук не стал вдаваться в подробности. Вместо этого он тихо напевал одну из хорошо известных мелодий Тэхёна, едва слышную, почти как шепот. Это была та деталь, которую могли уловить только фанаты, которые внимательно слушали, нежная подсказка, скрытая подпись. Прямой эфир продолжался, но что-то в нем ощущалось по-другому, более уязвимо, более связано, более преднамеренно. По мере того, как проходили минуты, фанаты заметили еще одну деталь. Чингук продолжал смотреть в сторону, как будто читал сообщение за кадром. Его улыбка становилась мягче, так, как это происходило только тогда, когда он разговаривал с кем-то, кто заставлял его чувствовать себя в безопасности. И затем, совершенно неожиданно, Чингук засмеялся. Тихий, прерывистый смех, который ощущался слишком личным, слишком теплым, чтобы быть случайным. Фанаты замерли.
У этого смеха была цель. Что бы ни происходило за кулисами, было ясно. Пост Тэхёна что-то зажег, и Чингук этого не скрывал. Но момент, который по-настоящему потряс интернет, наступил в самом конце прямого эфира. Прямо перед завершением Чингук помедлил, затем наклонился ближе к камере и прошептал: «Скажите ему, что я это видел». Экран погас. Фандом пришел в неистовство. И этой единственной фразой Чингук создал самую большую ударную волну, которую интернет видел за весь месяц. Потому что теперь все хотели знать, ответил ли Тэхён, что произошло после прямого эфира, и что Чингук на самом деле пытался сказать. Паника, крики. Таково было состояние фандома в тот момент, когда Чингук закончил прямой эфир этими 6 взрывными словами: «Скажите ему, что я это видел». Люди перематывали его снова и снова, пытаясь подтвердить, что да, он действительно сказал ему. Не им, не это, а ему. И не только это, тон, который он использовал, не был небрежным. Он нес вес, смысл, знакомство, которое принадлежало не случайному сообщению, а кому-то, кто был глубоко важен для него. В течение нескольких минут каждый уголок интернета был полем битвы теорий. Некоторые фанаты настаивали, что он говорил о новейших фотографиях Тэхёна. Другие полагали, что он имел в виду личное сообщение. Небольшая группа шептала, что он, должно быть, отвечал на что-то, о чем знали только они вдвоем. Но пока мир был занят анализом слов Чингука, что-то еще происходило тихо, слишком тихо, за кулисами. Тэхён замолчал. Он не публиковал посты. Он не комментировал. Он не открывал прямой эфир. Его аккаунт, обычно активный небольшими взаимодействиями, полностью замер. И эта тишина нанесла больший ущерб, чем мог бы любой шум. Потому что если бы Тэхён проигнорировал ситуацию намеренно, фанаты могли бы понять. Но эта тишина ощущалась по-другому. Как будто он наблюдал, читал, осмысливал. Прошли часы. Мир не дышал. Затем внезапно, без предупреждения, что-то изменилось. В 3 часа 27 минут утра пришло уведомление. Тэхён обновил свою историю. Фандом замер. История была не селфи. Это была не песня. Это было не партнерство с брендом. Это была одна фотография. Тусклое освещение, теплые тона, знакомый фон стены, чашка со льдом на деревянном столе. А рядом с чашкой был рукав, темно-серого худи, мягкий, свободный, подозрительно похожий, слишком похожий на тот, что Чингук носил всего несколькими часами ранее во время своего прямого эфира. Интернет взорвался. Комментарии мгновенно заполнили экран. Это бренд худи Чингука. Это его рука. Время безумное. Что они делают? Он запостил это сразу после лайва. Но деталь, которая по-настоящему убила всех, исходила из подписи. Крошечные эмодзи, глаз. Маленький, простой, но взрывной. Вот и все. Никаких слов. Никаких объяснений. Просто смотрящие глаза. И мир сошел с ума. Говорил ли Тэхён, что он видел прямой эфир? Реагировал ли он на финальную фразу Чингука? Намекал ли он, что они вместе? Или он дразнил фандом специально? Что еще хуже или лучше, в зависимости от того, кого вы спрашивали, освещение истории идеально совпадало с последним местоположением Чингука. Фанаты сшили изображения вместе, сравнивая отражение, тени, текстуру деревянного стола, и сходства были пугающе точными. Пока история распространялась, как лесной пожар, кто-то заметил нечто тонкое на заднем плане. Слабое пятно у края фотографии, 2 руки, расслабленные, лежащие, наполовину скрытые, слишком большие, чтобы быть Тэхёном. Теория мгновенно взорвалась. Это Чингук сидит рядом с ним. Но настоящий шок еще не закончился. В 3 часа 54 минуты утра
Почти через час после истории Тэхёна Чингук внезапно поставил лайк на пост в своей ленте. Не на фанатский эдит, не на рекламную съемку, не на клип с выступлением. Это была фотография двух стульев, расположенных близко друг к другу в тускло освещенной комнате. Подпись гласила: «Некоторые люди просто подходят друг к другу». И Чингук поставил лайк, молча, мягко, без комментария, без предупреждения. Фанаты не могли этого выдержать. Интернет практически отключился впервые за несколько месяцев. Казалось, что Тэхён и Чингук говорили на языке, который понимали только они, и позволяли миру видеть его края. Но ночь еще не закончилась. И все же, в 4 часа 27 минут утра, когда мир все еще трясся, Тэхён опубликовал последнее сообщение. Не историю, не пост, а одно слово, брошенное в его биопрофиля: «Видел». Ничего больше, ничего меньше. Это был самый ясный ответ, который он мог дать Чингуку. Ответ на его шепот, реакция на его намек, подтверждение. И впервые за весь день все соединилось. Чингук, скажите ему, что я это видел. Тэхён, видел. Но что именно видел Тэхён? Реакцию Чингука, его пост, его сообщение или что-то более глубокое? Мир не знал. Но что бы это ни было, это был не конец. Это было только начало. Солнце еще не взошло, но мир уже бодрствовал. Журналисты начали писать статьи. Реакционные каналы начали снимать разборы. Фан-страницы мчались, чтобы собрать воедино хронологии и теории. Но посреди всего этого хаоса оставалось ясно одно: что-то происходило между Тэхёном и Чингуком. Что-то тщательно скрываемое, но намеренно раскрываемое. Последующие часы ощущались странно тихо, почти как затишье перед бурей. Тэхён больше ничего не публиковал. Чингук тоже хранил молчание. Ни новых историй, ни прямых эфиров, ни лайков. Интернет бесконечно обновлялся, ожидая знака, подсказки, чего угодно. Но за их молчанием разворачивалось нечто другое. Ровно в 5 часов 46 минут утра начала циркулировать странная деталь. Фанаты заметили, что и Тэхён, и Чингук внезапно удалили метки местоположения из своих недавних постов. То, что ни один из них обычно не утруждал себя делать вручную. Это было тонко, но символично, почти как будто они скрывали, где они находятся, потому что они были в одном и том же месте. Некоторые списали это на совпадение. Другие утверждали, что это было преднамеренно, но для многих время было слишком идеальным. Затем, в 6 часов 8 минут утра, в сеть просочилась размытая фотография, которую опубликовал сотрудник, который быстро удалил свой аккаунт после этого. Она выглядела как угол тренировочной комнаты. В кадре были два силуэта. Один сидел на полу, другой прислонился к зеркалу. Их лица были неузнаваемы, но их поза, их язык тела, мягкий изгиб их плеч — это было похоже на них. Это ощущалось, как они. Интернет снова закрутился. Тем не менее, ничего публичного от них двоих не поступало до 9 часов 12 минут утра. И вот тогда все изменилось. Чингук, наконец, нарушил молчание. Не постом, не историей, не прямым эфиром, а плейлистом. Тщательно подобранным списком из 3 песен, загруженных в его музыкальный профиль. 3 песни, которые несли в себе слишком острые, слишком эмоциональные, слишком интимно подобранные по времени значения, чтобы быть случайными. Первая песня «I saw you in a dream» — «Я видел тебя во сне». Фандом закричал. Сообщение было слишком ясным, слишком связанным с его последними словами. «Скажите ему, что я это видел». Вторая песня ударила еще сильнее. «Right next to you» — «Прямо рядом с тобой». Слишком уж совпадало с ночной историей Тэхёна, где подозрительно знакомый рукав покоился рядом с ним. Но третья песня разбила все. «Still with you», «Live Piano Ver».
Все еще с тобой, живая фортепианная версия. Более мягкая, более уязвимая версия собственного трека Чингука. Той, которой он редко делился публично. Это была та песня, которую ты посылаешь кому-то, а не миру. Текст теперь звучал по-другому. Почти тяжелее. Почти исповедально. Фандом взорвался. Они плакали. Они кричали. Они делали скриншоты, как будто от этого зависела их жизнь. Но пока все были заняты анализом плейлиста Чингука, они не заметили, как на другой стороне интернета тихо происходило нечто другое. Тэхён обновил свою фотографию профиля. Она была почти полностью темной, лишь слабый контур окна и мягкий утренний свет, льющийся внутрь. Но то, что все заметили мгновенно, была тень, прислоненная к стене. Широкие плечи, расслабленная поза, голова слегка наклонена вниз, слишком высокий, чтобы быть Тэхёном. Слишком знакомый, чтобы ошибиться, это был силуэт, который тысячи видели раньше, тот, который стал узнаваемым даже без лица. Силуэт, который выглядел точь-в-точь как Чингук. Люди увеличивали изображение, осветляли его, сравнивали старые фотографии, и медленно прокрадывалась правда. Тэхён не скрывал его. Он позволял миру видеть его. Ровно настолько, чтобы понять, но недостаточно, чтобы подтвердить. И тут произошло нечто, что перешло черту от совпадения к уверенности. В 10 часов 3 минуты утра музыкальный профиль Чингука обновился. Кому-то понравился плейлист. Имя пользователя – Ким Та-Юнг. Фанаты чуть не потеряли сознание. Это была не утечка. Это был не слух. Это не были предположения. Это было подтверждение. Тихий, мощный, преднамеренный ответ. Плейлист был для него. И Тэхён это видел, и он это признал.